8 марта. И в этот день, естественно, у нас супер неординарный выпуск. Но перед началом я хотел бы поздравить всех наших мам, бабушек, девочек, женщин, сестер и всех представительниц прекрасного пола. С 8 марта. Любите, будьте любимыми, заботьтесь о своих близких, мотивируйте своих мужчин, обнимайте, целуйте и говорите, что мы самые лучшие, и тогда мы для вас свернем горы. И, естественно, в этот день у нас неординарный гость, очень яркий представитель женского пола. В нашем случае это будет дизайнер. Встречайте. Вот это давайте вырежем, потому что иначе это трындец. Многие дизайнеры никогда не смогут этого, никогда. Сиди дома и вари борщ. Дизайн — это моя жизнь, и стройка — это часть моей жизни. Срочно бежать, всегда бежать надо оттуда, там, где неинтересно. Как? И в итоге половину работы делаю я, потому что я начинаю влезать еще в технологию производства. Кстати, она шарит, она действительно шарит, я офигел. Вдохновляйте мужчин на реализацию их супер крутых планов. Пока вы, мальчики, об этом думаете и мне рассказывайте в комментариях, девочка это уже делает. Я сейчас просто в шоке. Девочки, с 8 марта у вас. Знакомьтесь, Алена. Дизайнер, который стирает из памяти серые будни. И не только их. Иногда и память. Коренная москвичка, не замужем, творческая личность, не любит готовить. Катает на сноуборде и серфе. Сорян, парни. Я же дизайнер, я имею право опоздать хоть минут на 40. В общем, мы находимся на проект «Графит». Идет 3 года. 3 года. Нас очень сильно подводили подрядчики. В плане того, что все элементы здесь авторские, и их нужно было создавать с нуля. И не каждый подрядчик отвечает, что да, он это сделает, в итоге было так, что он не справлялся. Вот, если это бы... максимально сложный объект, максимально сложный проект, максимально. Короче, что здесь было до? Немножко запыленный такой. Проект «Графит». Здесь, соответственно, вот видно, сейчас здесь пол... Это все полы такие? Да, здесь полы, вот такая геометрическая графика. Здесь вот офигенно идет вот такая графика и геометрия вот этого вот пола. Обратите внимание на вот эти вот кусочки, да? Этот рисунок из многочисленных элементов инженерной доски. Он переходит полностью, вот этот вот пол переходит на стены. Сюда. То есть вот эти элементы, они поднимаются и идут вот так вот по периметру квартиры. Дальше он уходит вот туда вот в спальню. Как все начиналось? Мы же все родом из детства. Да. Все начиналось с момента, когда я взяла синюю краску и перекрасила деревянную дверь родителей в синий цвет. А была она какой? Была она коричневая. Все коричневые Это двери. было сколько лет? Наверное, мне было где-то лет 5. Ну, короче, мелкая. До этого я засунула 2 булавки в розетку, меня шлепнуло током. Не делать так детям. До этого все пробовали 100%. Я тоже. Вот, и у меня была вот только одна цель, да, пойти вот в твой... У меня мама архитектор. Но я не хотела быть архитектором. Я хотела именно изменять пространство, менять их внутри. Может быть, это повлияла моя квартира, да, на это, потому что в ней не было, на самом деле, ничего особенного. Обои, вот, коричневые двери и прочая вот эта вся история. Она была очень маленькая и нефункциональная. И мы еще на тот момент жили с братом в одной комнате. И все время пыталась в детстве, да, как-то организовать это пространство так, чтобы нам было прикольно, удобно, и все время старалась что-то найти, какие-то ходы. Ну и родители особо со мной не спорили. Еще говорю, такое рассказываю, сейчас расплачусь, короче. Что-то я зря, мне кажется, понесла в это. Не, нормально, нормально. Это не потекло, если что. Я знаю, я понимаю, что не потекло, я рассказываю. Ты выпила что-то в этот момент? В смысле выпила? Когда придумала? Во-первых, это имитация ржавых подтеков.
И эта имитация играет такую художественную вещь, как приближенность к такой брутальной фактуре. И при этом ржавчина сама по себе очень красивая, потому что она играет эти подтеки, переливы. И очень необычно смотрится, приближая проект к некой такой смелости, лофту, да, прочь всякие глупые ваши стереотипы, вот эти вот истории. Ну, в общем, это достаточно такая штука, которая сделала, просто обсуждал весь Инстаграм. А кто это самое? Что там теперь? Напиши в комментариях, да? Да. Да мне плевать, что там пишет кто-то, честное слово. Здесь вот эта вот графика, которая переходит как раз на пол, вот это вот графический, это трафарет, да, и он вот так вот переходит на пол. Когда люди влюблены в свои проекты, когда они реально отражают их образ жизни, их драйв, они вместе с человеком, который пришел к ним реализовать вот это вот, воплотить их фантазию в реальность, помогают ему создавать это. И это команда называется. Да? Горская умирается сама на своем проекте. Классно. Алена нестандартный дизайнер. Я сейчас сидел, смотрел в Инстаграме, как бы ее инст, и я понял, что это 100% нестандартный подход. Рассказывай нам про эту квартиру. Расскажу. Любая квартира... Да, вот любая квартира, у тебя к тебе как приходит клиент там, в студию или куда-то. С чего все начинается? Все начинается с того, что я разрешаю типичные стереотипы по стенам. То есть все делают прямоугольники. Я сейчас покажу, что было на этой квартире до. Здесь две жилые зоны. Ничего интересного. Я же считаю, что когда человек должен входить в квартиру, он должен сразу видеть, как открывается пространство. То есть, если мы здесь и видеть объем пространства, за который он заплатил деньги. И мы входим, и мы вот сразу видим, вот как открывается вот эта зона. То есть мы не вошли сначала в одну стенку, потом прошли по узкому коридору, уперлись, да? Мы видим сразу пространство. И это очень важно. Мы боремся за пространство. Абсолютно другая планировка стала. Вот, видишь, ты почувствовал кайф. И вот что у нас получается. То есть получается, что мы входим, и у нас открывается большая просторная гостиная, и дальше пошла спальня, кухня и ванная. У тебя получается 3 типа покрытий, да, у тебя идет прямо здесь? Микроцемент, плитка, паркет, паркет и керамогранит. Сейчас строители тебя смотрят, они с ума сошли уже. Они просто с ума сошли. А плинтуса будут? Будут. Или так оставить. Ну, интересно. Не, ну как бы часто, у меня много интерьеров без плинтусов. Знаешь, какое у меня самое популярное видео на канале? Какое? Ламинат на стену. Ламинат на стену, это паркет. Ну паркет, да, ну какая разница. Ламинат нельзя красить. Мы паркет красим. Мне, например, нужно, чтобы цвет паркета, да, обязательно совпадал с цветом стены. Это, грубо говоря, началось там с 7-8 лет, и пошел 1 класс, 2, 3 там. Да, но мама, например, она очень классно рисовала, у нее талант, да, она, это у меня, например, от нее, там я могу ровную линию нарисовать, то есть меня еще в студенчестве говорили, что я типа срисовываю по линейке ровные линии. На всех Роллс-Ройсах линии нарисованы руками человека, да? не роботом. Ты, кстати, в Москве? Я москвичка, да. Москвичка. Да, у нас коренная москвичка. Да, коренная москвичка, бабушка москвичка, дедушка, единственный, он приехал из Беларуси, занимался строительством как раз. Строил стандартные наши 9-этажки, вот эта вся история. Ты не просто коренная строителька, а еще и потомственная, грубо говоря, архитектор-дизайнер. Ну, как сказать, потомственная? В семье, короче, в такое. Ну, я не скажу, что потомственная, я скажу, что в семье была склонность к этому. Да. Например, зачем использовать типичное изголовье, когда можно сделать? Я, видишь, тебя потрогала и обляпала. Ничего страшного. Белой краской. Вот. Смотри, так довольно-таки нормально сделано. Это нормально? Это нормально. Ну, как, это пойдет. Парни молодцы, видимо. Да. Поскольку сейчас запретили поддоны строить, да, мы знаем, здесь, например... Запретили? Секундочку, это место поподробнее. Реально запретили? Мне кажется, это надо вырезать. Душевые поддоны? Наоборот. Запретили делать поддоны в строительном исполнении. С 2000... Только никому больше не говори. Ладно, а то у меня сейчас мои заказчики убьют. У меня везде поддоны строительного исполнения. Ну вот надо просто предупреждай их об этом. Это ваша ответственность, чуваки. Почему проект называется Мохито? Мята, тропики, пляж, дерево, а кто здесь будет жить? пальма, девушка. Одна.
Пока да. Пока да, понятно. Слушай, Я понял, я все просто, ну, как бы без... Сейчас мы в максимально интересной квартире, и сейчас Алена нам расскажет, что это вообще за квартира. Я зашел, я с ума сошел. Здесь сейчас мы вот покажем, что здесь происходит. это моя квартира, это квартира шоурум, где я хочу показать все новаторские решения как в области проектирования, дизайна интерьера, технологий, пока вы, мальчики, работ. думаете, пока вы, мальчики, об этом думаете и мне рассказывайте в комментариях, девочка это уже делает. Я сейчас просто в шоке. Здесь я покажу квартиру будущего, которая меняет стереотипы в профессиональной области строительства и дизайна. Я хочу этим примером показать, что как должны работать современные тенденции, и то, что дизайн — это не стереотипное решение, это движение будущего. И эта маленькая квартира должна стать этим эталоном. Вот. Здесь будет стоять стекло, и здесь вот техносонус будет показан, и дальше электрика как красиво идет, и водоснабжение как красиво идет. Все будет стоять под стеклом, и будут стоять хэштеги мастеров, прям инстаграмные. Это ты заморочилась. Я вообще красотка. Как мы попали? У нас сегодня максимально яркий гость. Чтобы сиять на камеру. Авторский надзор 100% на каждом. Да, конечно, без меня не построят мои проекты просто. 100%. 100%. Сколько в год проектов? Плюс-минус. Мало, где-то 8, наверное, может чуть меньше. Одновременно штуки по 2, по 3 максимум, да? Да. Ты куда, на потолок? Я просто кайфую от вот реализации, да, покрыли огонь на потолок, и вот в этот угол, и все листики совпали. Класс? Огонь. Блин. Это ломался, короче. Четверть такую надо было вставить, чтобы вот здесь вот была деревяшечка. Но, да, не смогли сделать. И теперь будем ставить Т-образный уголочек туда вставлять, и здесь вот закрывать планочкой. Т-образный уголочек будет краситься в этот... Я уже вижу эти комментарии, боже мой, все. Это не вставляю. Ну, а что это? Хорошо, какое решение, блин? Не знаю, сразу Ну, нужно не было... знаю, Не, а я чё знаю, ты я не знаю, знаешь? я знаю, ладно, все, если на Такие серьезной вот волне, то, короче, нужно было, да, запиливать под 45 градусов. Сразу ее, наверное, там туда упиливать ее Вот, и сюда. вот. Вот как здесь сделали, вот здесь же сделали, вот здесь же красиво сделали. Почему не получилось под 45? Потому что тонкая получалась слишком, да? Ну тогда просто такую планочку, знаешь, чик, представить и все. И все, да. Ну а что Классно, еще делать? сошлись на планке? Ну а что делать еще? Не, Ох, подожди. такие комментарии будут. Что делать? Ну-ка, что там, комментаторы, давайте. Мы тут, идеи есть еще? Или может кто-то хочет Тебе приехать напишут, и сделать, тебе блин? напишут, ты не волнуйся. Ну, не, мне Сейчас. вот реально вот эти вот писанина, пусть приезжают и мастер-класс показывают. Вот именно все те, кто пишет там вот эти все комментарии. Согласен. Вот такие штуки всегда вначале я делаю макет маленький. Всегда. То есть ты сделала маленький, макет? любой, маленькая, вот ты же понимаешь, какое у тебя получается сопряжение двух материалов. Сделай макет. Ничего не стоит сделать макет. И его согласовать с клиентом, объяснить, сколько это стоит, и понеслось. Вот, макет, блин. Нет, Видишь? нет, макет реальный макет. Вычертили этот уголок сюда, чтобы его туда вставить. Вот макет, ребята, вот поэтому надо делать. Вот этот уголок. Да, Юр, В на, смысле? что ты не понял, что как сделать? Да нет, Все Юра, очень, очень просто понятно, да. В твоих ремонтах тебе очень много всего нужно делать на производствах. да, То есть я у стараюсь тебя, сейчас это как-то... да, вариантов нету. Вот решать. то, что ты, тем более ту нишу, куда ты, короче, уже пришла по факту. Давно ты, кстати, занимаешься этим? Сколько? Больше 10 лет. Больше 10 лет мучаешь людей, понятно. Это фигура. Фигура. полностью нарезали это на станке. Посмотри. Мы вот этот вот рисунок придумали. Блин, я до хера чего видел, я не видел вот этого такого вот. Они взяли, напилили, сделали паску и, короче, и по кругу прошли. Прикольная технология. Квадрат, Да. 10 тысяч, по-моему. Я говорю, удачи пацанам, сил, терпения. Им это пригодится. Мы на следующий объект. Объем графики переходит у нас на дверь сюда. Эта дверь тоже полностью сделана на заказ. Профиль, как видите, присутствует красный элемент во многих частях квартиры. И вот этот красный, он добавляет такую вот страсть, эмоции и движение вот вперед, да. Вот можно угадать, почему у меня все время красный и синий.
Потому Почему что волосы так красные, да? это красный как такой огонь, а синий как он его уравновешивает и дополняет, то есть получается некий балласт. Здесь еще интересно, что, например, помимо того, что мы сохранили часть старинного, можно так сказать, дом 1957 год рождения этой постройки. Вот, и мы сохранили Это часть... оригинальные части дома. Да, оригинальную часть дома, причем вот этот Сверху каркас. белый кирпич. Да, это вот даже видно, что как бы вот это вот специально ничего не менялось, а так и осталось. Мы залачили эту всю историю, чтобы она не сыпалась. И вот так вот получилось. Вот здесь вот панели Arskin. То есть это тонкие панели, 3-миллиметровая керамика это. У меня был выбор. Я хотела поступить в МАРХИ, да, престижный вуз, понтовый вуз. И не смогла это сделать, потому что я поступила только на платное отделение, прошла, а у меня как бы вариантов-то особо. Вот, поэтому я поступила в РГГУ. И мне очень повезло с преподавательским составом. То есть особенно с преподавателем, который сказал, который издевался надо мной. То есть у нас в группе кто-то приносил там наброски, да, там 10, 15, 20, все молодцы. Алена принесет 10 – плохо. Алена принесет 15 – плохо. Алена принесет 20 концепций – плохо. Переделывай, переделывай, переделывай. И самый кайф, что внутри подростка тогда, вот этого ребенка, я понимала, блин, ну я сейчас вам переделаю. То есть вот это вот то есть тебе ставят задачу. То есть ты переделала, потому что ты хотела. Я да, понимаю. то есть ты злишься внутри, ну ладно. И она знает, вот самая фишка вот крутого вообще ментора, преподавателя, этот человек, который тебе не скажет ты молодец, а скажет, ну неплохо, но ты можешь больше. Принеси мне больше. И вот в этом весь кайф. И она вот это во мне развила, то есть она поняла. Ты когда закончилась тут, когда первый заказ взяла, короче? За деньги. Я устроилась еще студентом на очень скучную работу. Меня пригласили туда вести курсы рисования для сотрудников офиса. Они занимались дизайном перегородок. И поняла, что это такая тоска. Просто ужасная тоска, и что я не хочу там работать, потому что это не дает развития моему таланту. То есть я там проектирую, там создавая какие-то концепции с офисными перегородками внутри маленьких пространств, где нету творческих заказов, да, нужно оттуда бежать. Срочно бежать, всегда бежать надо оттуда, там, где неинтересно. Ты здесь будешь жить? Нет, это шоурум. Это шоурум. Услышь, Ну, я шоурум, буду молодец как, вообще, молодец, молодец. Жить я здесь тоже буду, потому конечно, что да. у меня здесь будет мастерская, соответственно, я здесь буду работать, скорее всего, и устраивать различные интересные встречи со строителями, дизайнерами, ну, плюс партнерами и поставщиками. Вот, собственно, что здесь изначально было? Это было, я вижу, это стандартная прямоугольная, вот это ужасная стандартная прямоугольная. Да, это то, что все вот типичные люди делают. Все снесли нахер. Опять-таки входим в стены, что я не люблю, и получается беспотолковое пространство. Соответственно, здесь маленькая кухня, лоджия, спальня и санузел. Всего квартира у нас 50 квадратов – это однушка. Да. Вот, собственно, из однушки, бабам, я делаю неформальный вообще концепт. Этот концепт заключается в том, что я ее строю под свои желания, при этом площадь использую на 200-500%. Мы входим, и опять открывается пространство. Мы не упираемся ни в какие стены. Супер. То есть перед нами маленькая гостиная возникает. Мы будем делать по ней специальное 3D, приложение, ходить по квартире. Ребята одни подвязались, чтобы каждый дизайнер с любой точки мира мог походить по этой квартире, увидеть какие-то для себя решения, узнать, какие мастера здесь работали, к ним обратиться. Глубоко. И узнать, какие материалы здесь использовали. Я очень хочу это сделать, чтобы другие, видя эту квартиру, вдохновлялись на свои более креативные решения и понимали, что
Мир не состоит из прямоугольных стен и бежевого цвета краски с мрамором на полу. Самый большой факап. Вот почему-то все у меня ищут какие-то Не-не-не, я у факапы. тебя просто спрашиваю. У меня, допустим, тоже не было. Вот я сам Да себе не могу ответить. у на меня это. было куча разных ситуаций, проблемных ситуаций, но это были всего лишь моменты, которые надо было решить здесь и сейчас. Это, я не назову это, то есть если перечислить строительные, ошибалась ли я там в размерах? Да. Преувеличивала ли я свои возможности, говоря, что это возможно реализовать, в итоге оказалось, это нельзя было реализовать. Да, такое было, и мы находили другие пути решения. Короче, ты признаешь, ты не ищешь, блин, вот это сейчас строитель там виноват, или, боже, это моя там, это менеджер заказа сантехники. Нет, к черту, вот косяк есть, решаем, все. Ну давай, рассказывай, первый проект. Короче, меня Это взяла страшно, не это так просто отлично. дизайн-бюро. Ты понимаешь фразу? То есть меня, 21-летнюю там девочку, взяли под крыло вот такая компания, не просто дизайн-бюро. И они, увидев во мне, что я могу вот это вот все мутить, сказали, блин, это гениально, надо брать ее. То есть у нее есть как талант. И они меня, вот это вот моя любовь менять, делать под 45 все квартиры, да, там, или под 135, да, вот это вот они стали во мне развивать. И тут я дорастаю до своего профессионального уровня, понимаю, как работать с чертежами, с проектом, делаю там 3D-визуализации, работаю там чуть больше года, у меня реально крутые начальники, но я понимаю, что мне душно, да, что мне нужно еще, вот теперь мне нужно еще выше, то есть им огромное спасибо, но мне нужно выше. В салоне обоев, где я подбирала обои, меня порекомендовали, просто вот есть девчонка классная, она какие-то вообще экшен все время выбирает у нас тут, обратитесь к ней. И мне звонит клиент, слушайте, а вы можете нам сделать дизайн? А мне так неудобно перед своей, ты же не кинешь своих работодателей, да, типа на сторону. И в этот момент я хочу уходить из своей фирмы, да, чтобы вырасти дальше. И в этот момент ко мне приходит заказ, и Катя, реально мой работодатель, да, главная, она говорит, Алена, слушай, мы закрываемся. Поскольку я хотела, чтобы как бы не дом управлял мною, а я управляла домом, поэтому здесь будет полная система умного дома на базе Z-Wave. Это новая беспроводная технология. То есть вы со своими там KNX-ами, фигипсами, давайте провода фиганем. Сейчас какие мы слова знаем. Вот, ты снимаешь нас? Да. Вечно отвлекается. Вот, и здесь будет щиток под трансформаторы, ну и СКС щиток, ты, наверное, знаешь, это для видеонаблюдения и Wi-Fi роутера. То есть здесь будет еще видеонаблюдение стоять, потому что, может быть, кому-то без меня надо попасть в квартиру. У меня будет стоять умный замок. Здесь стоит вентиляция. Несмотря на то, что это однокомнатная квартира, мы все должны понимать, в первую очередь, что воздух в квартире – это жизнь. Ты даже не понимаешь, что ты уже... Я просто... Вот я в очередной раз убеждаю, что случайности не случайны. Еще вчера я даже не понимал, вообще даже не знал. А сегодня я, уже кое-чем проникся. Девочки, с 8 марта вас. Прям, Вдохновляйте мужчин на реализацию их супер крутых планов. И обязательно проверяйте, чтобы эти планы у них осуществились. То есть тут собрано очень много таких ноу-хау вещей, которые мало где можно встретить. Стиль это? В смысле, как стиль называется? Стиль называется? Стиль Алены Горской. Горское вино, да? В смысле, горское вино. Вся вообще история этого проекта началась с того, что заказчик сказал, слушай, Ален, нам нужно 2 санузла, хотя изначально эта квартира предполагала 1 санузел и отдельно ванную комнату. Но он попросил 2 туалета, а 1 лично для себя. Вот, поэтому пришлось изловчиться и сделать такой, вот мы сейчас вошли, небольшой такой предбанничек, я этого называю, да, где есть общая раковина. Дальше у нас есть персональный санузел, это называется комиксная. Вторая часть как раз санузла, ванная комната, в которой тоже есть унитаз. Все это закрывается стеклянными перегородочками.
Здесь у нас полностью микроцемент на полу, на стенах, но сама зона с ванной выложена такой бензиновой по цвету мозаикой. А сзади вот как раз Руима находится бомбический фон для селфи в туалете. Это граффити. Представь себе ситуацию. Что бы ты сама себе сказала, если бы тебе сейчас было 16 лет, и ты себе говорила что-то? Вот тебя, возможно, невозможно, наш выпуск, возможно, смотрят молодые девчонки-дизайнеры. Что бы ты сама себе сказала? Я бы сказала себе, не отступай от своих целей и реально двигайся так, как зовет тебя твое сердце. Не бери то, что тебе не нравится. Говори нет тем людям, которые тратят твое время и силы. Выбирай надежных партнеров, которые горят именно мечтой и созданием какого-то крутого продукта. И не находись там, где тебе некомфортно, и с теми людьми, с которыми тебе некомфортно. То есть я бы сказала себе так, но я, в принципе, так и делала. Молодец. Открытые системы останутся в некоторых штробах, чтобы показать, да. ну, как красиво они сделаны. То есть у тебя инженерия, давай еще раз, инженерия остается открытой специально? Не везде. Не везде, Не везде, частями. в некоторых частях. То есть вот здесь же вот это будет закрыто, правильно, коробом каким-то? Вот здесь будет закрыто, да. И над кухней будет закрыто, соответственно, будет закрыто также по вот эту линию. Бам. Дальше пошел бетон. Дальше пошел бетон. Да. Поэтому ребята, конечно, звукоизоляционщики очень хотели зашить эту квартиру, но я говорю, ребят, ну тут же все равно бетонный потолок, не надо. И я решила использовать, обязательно, конечно, звукоизоляция у нас в полу сделана, это 100%. Но, например, да, я в видел, спальне Яков поднялся сильно, да, там. на 7 сантиметров. Да, потому что там 7, еще все проходит. даже больше, 8-7, там, по-моему, только в том месте. Да, сколько идет уже ремонт здесь? Год. Год уже, да? И постоянно... Еще примерно год будет идти, да? Я надеюсь, к сентябрю добьем, если сейчас найдем остальных людей на реализацию, да, хочется опять-таки продолжать снимать, закончим вот сантехнику, найдем вот У тебя уже есть видосы на ютубе, да? Да, уже часть есть, то, что отснято. Ребята, ссылка в описании. Я даже не знал, что у нее есть YouTube-канал, я даже не знал этого. Ссылка в описании. Нужны реально мастера крутые вот на остальные виды работ. Ну, готовься, сейчас тебе понапишу. Ну, нет, это серьезно, мне нужны именно хорошие, те, которые вот готов сделать вклад в квартиру будущего. Короче, ребята, как маляры Москвы, пишем или мне, или сразу сюда. Гипсокартонщики. Гипсокартонщики. Маляры, да. Кто там больше? У тебя по картону будет несколько коробов, да, тут такие да. работы небольшие. Здесь на самом деле работы небольшие, здесь просто, здесь вообще в принципе работы небольшие, просто основной. Сложность. Я с мужиками могу завязать, вот, понятно. Но не с работой. Это вот реально, вот все мужчины пытаются меня привязать к батарее и сиди дома и вари борщ, ты слишком красивая, ты слишком талантливая, ты слишком неуловимая. А я человек, который пришел в мир создавать. И я реально вот свою жизнь пытаюсь встретить человека, который не будет меня привязывать никуда. Не надо. Просто надо меня принять так, какая есть. Она еще и свободная, мужики, понимаете? Короче, инста ее, короче, ну... Стоп, вот это давайте вырежем, потому что иначе это трындец. Мне уже достаточно после твоей пати. Я уже вот так вот хватит. Давай так, вот самая большая твоя претензия к нашей сфере. Не к нам, не к строителям, не к кому-то, вот просто к нашей сфере. Что бы ты поменяла? Я бы поменяла подход и подход дизайнеров, строителей и заказчиков к созданию машины для жилья. Ну, то есть пространство, в котором удобно, да, или что? Что ты имеешь в виду? Ну, то есть вот есть сейчас, допустим, очень много проектов, которые... Вот я, допустим, сейчас сам живу в 16 квадратах. Максимально удобных. Ты живешь в 16 квадратах? Я живу в 16 квадратах. Больше того, я живу в контейнере. Здесь сколько, 4 квадрата? Нет, здесь меньше. Вот. Но я потом тебе покажу. То есть я живу в максимально удобном пространстве, в котором я когда-либо жил. У меня есть дом, квартира, там все такое. Вот. Сейчас я живу в 16 квадратах,
которых есть все. Офис, С мхом на хамам, потолке. мох на потолке, кухня, все в дереве. был у него? То есть, конечно. В 16 Вот. квадратах. Да, я тебе покажу. То есть у меня второй двухспальный, ну короче, то есть полноценная, большая, огромная был уже кровать. обзор его квартиры? Это еще нет. Еще Надо нет, мы делать. не закончили. Вот. Там то есть, ну, говорю, это максимально. То есть я считаю, что сейчас такой тренд, ну, допустим, я не могу себе позволить сейчас в Москве купить квартиру, которую я бы хотел. Вот. Но пространство мне нужно мое, несъемное. Но- Мое, понимаешь, мое. Я вижу, что сейчас, это не только в Москве, это во всех больших мегаполисах тренд маленьких пространств. Среди среднего класса, скажем так, людей. Чтобы сэкономить габариты спальни, здесь взята американская штукатурка Юстука. Это неизвестный продукт на рынке. Ты знаешь, но- да почему что в Америке так все делают? Блин, а как ты думаешь, почему у меня здесь сейчас вот эта штукатурка? Давай, поехали, рассказывай. И я решила использовать, то есть эта штукатурка обладает очень большими характеристиками звукопоглощения. На ютубе у меня прям про нее. Я решила проэкспериментировать это в своей квартире. Соответственно, здесь мы еще будем потом также шпаклевать все это тоже от них же специальной шпаклевкой. В Америке даже потолки херачат такой фигней. Вот, и я после того, как мы ее нанесли, я прям почувствовала, как реально звукопоглощение, оно сработало. Но вибрации нету, все Да, ровного нету. вот и голос всё. Да. прям чувствуешь, да, тембр, он достаточно тихий. Вот, еще она обладает теплоизоляционными свойствами, то есть балкон плакал, соседи балкон не... Не как- утеплили. Да, и я, Да, здесь был балкон, ты сломала, тут была... Да, но здесь будет все по-официальному. Типа, Здесь, балкон у тебя утепленный. в общем, видите, два Да. слоя, да, 2 здесь 3 сантиметра. Да, здесь Он перестал плакать. То есть мы ее нанесли. Ну, конечно, ее и плюс наш не очень хорошо сделанный этот пеноплекс сделали в пол и, соответственно, в стены. И плюс и все, и балкон перестал плакать. То есть она моментально, как бы, конечно, сработала, и это классно. Что касается окон, здесь, опять-таки, новый продукт Калио, окна, которые не имеют никакого рельефа, стекло. Тоже многие боятся, но мы сейчас на граффити увидим. Вот, и вот здесь вот нанесен протектопил. Но я так скажу, как пользователь этого Да. материала. Никогда, блин, не надо наносить протектопил, пока не закончится. Работай по стяжке, по штукатурке, чтобы тогда квартира смысл в него? не плакала. какой Да, смысл в этом? тогда смысл. Это еще хорошо, что мы его до стяжки нанесли хорошим слоем, там типа все по этой технологии, и он не весь слез. Мне потом люди стали писать, потому что я объявила... Мы с Вадимом ехали, да, тоже в тачке, и, короче, Это не тоже мою были. тему обсуждали? Ну, может, я не знаю, я ж Я тебя Вадиму тогда- всем наехала на них. Я понял. Но как наехал? Нет, я просто дала обратную связь, что, ребят, несмотря на то, что нанесен был по технологии, он стал плакать, потому что большая влажность в квартире поднялась. Он мне говорит, там, типа, надо было влажность... Да, влажность большая была. Да, уменьшать. Да. Ну окей, ее уменьшали как могли, но все равно это не помогло. Стив Джобс говорил, не слушайте клиентов, они сами не знают, делаем то, что они, то есть мы делаем то, что они захотят. И В всё. смысле? Он делает масс-маркет, продукт, который используют все. Да. И я не Стив тебя Джобс, вообще я другая, Алена у тебя- Горская, О. которая делает свой продукт, который одна штука для каждого. Давай так, что у тебя сейчас? Сейчас у меня маленькое дизайн-бюро, команда из 5 человек. И единственное, что может быть, я хочу ее расширить максимум до 10 человек. И чтобы и масштабироваться в рамках повышения цены за свою услугу, потому что это изделие штучное, как в Мы мастерской. поняли, что у тебя есть. А что хочешь через 2 года? Через 2 года я хочу, чтобы... В идеале. Я хочу, чтобы к нам обращалось, во-первых, чтобы мы стали известны не только в Москве, вообще в России, в Европе и Америке за счет своих индивидуальных и ярких проектов. Вот этого я хочу. И хочу повысить уровень... 100%. Многие дизайнеры никогда не смогут этого. Никогда. Потому что они делают стандартный продукт, который который просто стандарт.
У тебя максимально нестандартный подход, максимально. Но ты не для понимаешь, у меня всех. есть маленькая проблема. Давай, у всех есть маленькая проблема. Как человек-продукт, я, получается, везде. То есть на мне замыкается все. Мне нужно, человек, который будет заниматься там отдельно там, рекламой, пиаром, говорит: Алена, там, мы сейчас вот туда, туда-то, я договорился с теми, а я чтобы только творческую Менеджер часть. тебе нужен. Да, Хороший. вот хороший, у всех типа такая управленец, да, У меня да, тоже да. самая проблема. Здесь у нас, например, вот эта светодиодная линия, которая идет по периметру, хочу обратить внимание, что она идет по периметру мебельной части и при этом стены. И вот тут вот достаточно яркие и динамичные обои. Причем эти обои графичные находятся в детской комнате. Я топлю за то, что ребенок должен расти, развиваться, во-первых, в комнате, которая не просто детская, да, достаточно взрослая в плане оформления, но яркая и контрастная. Я впечатлен максимально, я такой максимально впечатлен просто. Это вот объект просто, который меня, это объект года, я бы даже так сказал. Я про этот объект буду рассказывать очень много и долго. Помимо всяких фишек, да, я же еще заморачиваюсь, можешь подержать, короче, она тяжелая, по красоте, да, поэтому... То есть она красит, посмотрите, что она, Да, что она заставила это делать фирменный людей. стиль. Она фаровские эти самые гребенки покрасила. Но Фар не обиделся, им понравилось. Ну да, я думаю, да. Да, я хочу здесь показать очень важный момент, что инженерка в квартире — это такая же крутая и важная вещь, красивая, как сам дизайн. То есть это очень важно. Инженерные системы должны выглядеть так же круто, как и интерьер, и быть сделаны профессионально и качественно. Инженерные системы должны Тяжелая быть штука. такие же красивые, как и что? Как и создатели Как и твои интерьерных интерьеры. решений. Да. Это невозможно. Что? Так же красиво делать инженерку. Здесь, как вы видите, да, тоже все покрашено. Проточный водонагреватель. Проточник, да, но мы его тоже покрасили. Тут спрятана часть вентиляции. И Включали здесь уже шумоизоляция работает? Это же все проверяли, звукоизоляционная, да. Сильно гудит? Вообще вот не слышно. Ну, то есть не слышно. Это шумоглушитель же здесь стоит. Шумоглушитель, да, стоит, да. Вот, и здесь стоит ниша под умягчитель. То есть я хочу еще объяснить людям, что сейчас вот квартиры, то есть умягчители — это не обязательно для загородных домов. То есть в квартирах тоже надо ставить умягчители. И для того, чтобы, опять-таки, как вентиляция сохраняла вашу молодость, красоту. Знаете, когда я сюда шел, я думал, блин, как это дизайнер, что-то. Я зашел на эту квартиру, я с ума еще после первой, ладно, но сейчас я офигел. Смотрите уровень. Когда штробили стены, посмотрите, что сделали. Приемник для мусора. Да. Это прям просто топчик. И все, что Господи, здесь Игорь дальше сейчас происходит, расплывется от это счастья. просто, Игорь должен это там прям нереально. Просто Игорь красавчик, красава. Вот ты как пришла к этой идее, расскажи. Вот как? Ну ты же понимаешь, это супер нестандартное мышление. Ну, Ты как? знаешь, какое количество людей мне говорит, надо сделать там шоурум, я сам пацанам говорю. Так, короче, мы делаем офис у нас сумасшедший. То есть мы там делаем офис, тоже все в срезе, в половинах, то есть я приезжаю куда-то, куда даже не думал, где это уже люди делают. Вот поэтому не надо говорить, что кто-то у кого-то ворует идеи. Все, оно лежит на поверхности, просто кто-то только пи***, а кто-то делает. Отлично. Что я могу сказать? Это девочка, вы понимаете? Да, вообще? ну Ты потому понимаешь, ты что... что, Да потому что дизайн — это моя жизнь, и стройка — это часть моей жизни. Больше всего я мечтала, стоя в своем санузле, сейчас не доделано, сказать вам о том, что я мечтала, чтобы крутые ребята реализовывали мои крутые идеи. Вот и все как бы. Здесь будет стоять стекло, и вот эта вся красота будет видна, и смотреть на всех входящих, и сшибать их своим профессионализмом. Вот так вот. Кодолов, козел, мне про тебя не рассказал. Козел, Кодолов, если все. Боялся. Боялся. Видишь, как жизнь устроена? Делайте свою работу красиво. Вот тогда вы завоюете сердца других людей.
от души. Какое мне нужно пространство? Ты же чуть-чуть со мной пообщалась. Что ты думаешь? То пространство, которое не отвлекает твое внимание на лишние детали. То есть тебе нельзя делать яркое пространство, как сейчас было у нас в квартире. Это будет расфокусировать, а тебе нужно максимум сделать. У меня 3 цвета в интерьере. У тебя 3 цвета. Вот, у тебя 3 цвета в интерьере. Зеленый настоящий, дерево настоящего цвета и белый. И белый. Вот, я бы еще, я бы твой интерьер, если создавала, во-первых, я бы не взяла чисто зеленый, я бы взяла пыльно-зеленый. Пыльно-зеленый, именно пыльно-зеленый, именно пыльно-зеленый. Ну вот тебе приходят и говорят, там, Алена, я хочу там, или ты со всеми работаешь? Нет, я не работаю со всеми. Во-первых, ко мне приходит уже конечный почти клиент, да, потому что он видит Инстаграм, или он передается от заказчиков в основном, потому что они меня рекомендуют. И опять-таки не все ко мне идут, потому что боятся. У тебя есть в других городах заказы? Да, в Сочи, Владимир, Питер, Москва. Получается, основное Подмосковье. Ну, там ты уже не ездишь, да, или все-таки иногда летаешь? В Сочи летаю. Мы провели целый день с Аленой по ее объектам. Я впечатлен. И сейчас у нас будет такая финалочка, скажем так. Вот смотри, есть такое понятие, как дизайнеры не любят строителей, строители не любят дизайнеров. Как ты считаешь, почему? Наверное, потому что у них Давай есть так. контры. Да. Контры в плане того, что строители считают, что дизайнеры не профессиональны в технических вопросах, и поэтому не идеально доделывают свои чертежи, а дизайнеры считают, что строители не берут в себя ответственность доводить их чертежи до ума без отсутствия. Вот смотри, допустим, я работаю как? Я черчу в SketchUp, и то есть, когда я прихожу на объект, свой первый объемный план я делаю сам. В 3D ты делаешь его, да? Да, от 100%. И когда я перехожу на работу с дизайнером, то есть я даю дизайнеру уже идеальную геометрию помещения, чтобы потом у нас не было конфликтов. Это первый конфликт дизайнера. То есть, Почему? Что? Почему конфликт в размерах? Конфликт, потому что дизайнер приходит до того, как возвели перегородки, до того, как сделали штукатурку, что-то еще. Надо просто учитывать сразу да, толщину штукатурки. Часто, не только штукатурки, там, часто не учитывают. Отделки. Да. Вот у тебя нет конфликтов со строителями вообще. Потому что я шарю. И никто тебя не называет тупой курицей, там, и все Нет. такое. Кстати, она шарит, она действительно шарит, я офигел. Она действительно шарит. И я считаю, что в первую очередь, что я должна поступить, это сказать своему строителю, если у тебя есть вопросы, давай их сначала решим. Если мы не можем это решить, и нам нужно подключить клиента по каким-то там данным ситуациям, мы его подключим. Но сначала ты и я попробуем реализовать так, как выгодно нам обоим. Мы за результат с тобой сейчас здесь вдвоем. То есть у тебя нет никакой ненависти к строителю? Нет. Класс. Я не знаю, я беру Google, начинаю копать там, как правильно там стыковать мозаику, какой лучше клей использовать, я начинаю лезть во все это сразу на вот этом этапе. Google в помощь. У тебя экспертность высокая. Как брать заказы? Вот я не понимаю, что за вопрос. Вот у тебя есть руки, у тебя есть голова, у тебя есть стремление к тому, что ты хочешь показать себя миру. Так, ё-моё, сделай какой-то проект, который чисто для тебя, да, возьми квартиру с любого ЖК, сделай проект в 3D, сделай к ней чертежи, выложи это на всех форумах и интернет-ресурсах. И люди хотя бы узнают так о тебе. Если ты будешь сидеть и думать, куда мне пойти, как мне пойти, это будет очень долго. Начни действовать. Есть у тебя какой-то секрет для других дизайнеров, как выбрать строителя, как понять, что, вот оно твое? Он должен на моей встрече хотя бы дать обратную связь, сказать, что он просмотрел мой дизайн-проект и задать мне вопросы. Если он начинает задавать мне вопросы, так, я видел вот это, вот как вы думаете, там, вот я вижу, что это вот так вот можно реализовать, или это вот так вот, а здесь вот это, а как вот эти стыки? То есть человек сразу начинает интересоваться так, и предлагать на вопрос решение. То есть я вижу, что вовлеченность. Он погрузился, он не просто, я это смогу, вот это да. Что, эпоксидная затирка? Да мне затерли дорогущую мозаику Ситчес неправильно. Я их заставила вытаскивать всю эту затирку горячим феном. Шарит, девчонка. Поехали. Так, у нас блиц, отвечать можешь не быстро.
Отвечать можешь уходя. То есть не обязательно быстро отвечать на вопросы. Поехали, Я чай или кофе? люблю чай. Венецианка или лепнина? Или пиво? Лепнина. Лепнина. Венецианка или лепнина? Лепнина. Топ-3 дизайнера в России по версии Горская. Балашова, она клевая, драйвовая тетка. Василькова, она мебель делает очень классную. Парень, он россиянин, хотя даже, может, с Украины. Но, короче, он работает в Европе. Что про Шапошникова Надо скажешь? вспомнить. А Шапошникова я люблю его за то, что он создал. Это правда грамотно и круто. Но если говорить о дизайнах, то я считаю, что они одинаковые. Ну, потому что они в основном это, опять-таки, отделка по стенам и просто расставленная мебель в интерьере. Это чисто мое мнение. Виски или вино? Вино. Вино, отлично. Натяжной или гипсокартон? Гипсокартон. Почему? Потому что экологично, имеет больше возможностей покрасок. Для меня, да, я на натяжном не сделаю какие-то свои супер-арт фишечки. Так ты можешь заказать тканевую, печать, Да, и чего на печать, хочешь. и что? Одно дело, когда Хоть это Мона Лиза. рисунок, это будет... Нет. Я же не могу нарисовать на натяжном потолке. Вот когда я смогу на тканевом рисовать кисточкой, тогда я скажу, да, мы можем использовать. Ну, есть такие ткани. Уже по-моему. есть? Да. То В есть гофре это или без гофры по стенам? Без гофры. Ладно. Так, все, поехали дальше. Что, если не дизайн? Чем бы занималась, если бы не дизайн? Рисовала. Окей, хорошо, принято. Москва или Нью-Йорк? Нью-Йорк. Что тебя вдохновляет? Где ты ищешь вдохновение? В людях. В людях. Ну и финалочка, любимый Инстаграм. Вообще много инстаграмов с архитектурой. Ну, архитектура, Пинтерест фотографии. часто смотришь? Пинтерест, я сохраняю там картинки, сама не листаю. Понятно. Это была Горская, день один с Горской. В общем, это было круто, реально. Пишите в комментариях, кого еще позвать, зовем еще девчонок или нет. Вот. С вами был Рувим. Всем пока.